Приветствую всех, кто смотрит. В своем первом видео о сервисе Leonardo я обещала более подробно остановиться на функции Canvas Editor. Попасть в этот редактор мы можем либо с главной страницы, просто нажав на вкладку Canvas Editor, либо в левом боковом меню, здесь тоже есть вкладка Canvas Editor. Тогда мы попадаем в такое рабочее поле. Либо же мы можем выбрать какую-нибудь картинку. Причем картинку мы можем выбирать как из своих картинок, так и из картинок комьюнити. Здесь нажимаем три точечки и выбираем Edit in Canvas. И попадаем снова в эту область. Здесь, как вы видите, у нас мало инструментов. Чтобы их появилось больше, мы нажимаем Infine Mode. Вот, у нас уже появился полный набор инструментов. Здесь что мы можем первое сделать? Это увеличить или уменьшить масштаб картинки. В данном случае можем уменьшить. Вот вверху есть плюс и минус. Либо же мы можем зажать на клавиатуре клавишу Ctrl и колесиком мыши плавно увеличивать или уменьшать картинку так, как нам нужно. В левой панели первые два инструмента отвечают за перемещение. Если мы выберем инструмент рука, у нас будет двигаться вся область. Если мы выберем инструмент Select, то мы можем перемещать отдельно выбранные элементы. Далее идут инструменты маска, резинка, скетч, текст и image, которые мы сейчас по порядку рассмотрим. В правой части у нас тоже есть панель инструментов. Первое, что мы видим, это модель. В данном случае по умолчанию подтянулась модель Leonardo Lightning XL. Если же мы будем генерировать что-то с нуля, мы можем выбирать модель, которая нам нужна. Следующая очень важная вкладка. Здесь мы выбираем режим, в котором работает данная функция Canva. Есть всего 4 режима. Текст в изображении. Здесь мы можем из промпта создать картинку. Фактически это функция дублирует ту функцию, которая есть в Leonardo для создания картинок, но с некоторыми отличиями. Режим, который у нас выбран, это InPaint, OutPaint. С помощью функции InPaint мы можем добавлять какие-то элементы в нашу картинку, либо удалять элементы из картинки, а OutPaint используется для того, чтобы расширять картинку. Следующая функция Image to Image. Здесь на основании загруженной картинки можем создавать какие-то другие картинки. И Sketch to Image. Здесь мы можем дорисовывать что-нибудь к нашей картинке с помощью инструмента Sketch. Дальше идет InPaint Strength. Он отвечает за то, насколько новое изображение будет соответствовать уже существующему. Единичка — это максимальное значение, то есть то изображение, которое мы создаем новое, оно будет максимально соответствовать уже существующей картинке. Если же уменьшать это значение, то нейросеть будет применять больше креативности. И поскольку у нас сейчас выбрана функция OutPaint, то этот ползунок не двигается. Если мы уберем OutPaint, то есть если мы хотим создавать что-то новое внутри существующей картинки, то этот ползунок уже двигается. Дальше идет количество картинок, которые мы хотим сгенерировать. Дальше на панели инструментов идут настройки, отвечающие за размер. За размер нашего прозрачного квадратика — это именно та область, где происходит генерация наших изменений. Мы можем выбрать размер просто из предложенных, нажимая на эти вкладки. Можем выбрать соотношение сторон, либо можем выбирать вот здесь ползунками с точностью до 1 пикселя. Можем даже просто взять и набрать на клавиатуре количество пикселей, которое нам нужно. И следующая вкладочка Render Density — это уплотнение пикселей. По умолчанию установлено 1. Если мы увеличиваем это значение, у нас сама область изменяется, но плотность пикселей внутри этой области увеличивается. То есть это означает, что все, что сгенерировано в этой области, будет более четким. Это можно использовать в некоторых случаях, если мы хотим улучшить качество прорисовки каких-то деталей. И следующая вкладка Guidance Scale — это насколько точно генерируемые картинки будут соответствовать нашему промпту. По умолчанию стоит 7, и здесь идет предупреждение, что с некоторыми моделями эта функция не работает. У меня здесь в данном случае выбрана модель Leonardo Lightning XL, и эта функция не работает. С другими моделями будет по-другому. Давайте попробуем что-нибудь сгенерировать. У нас сейчас выбрана функция InPaint, OutPaint. Давайте начнем по порядку. Посмотрим, что такое Text to Image. Выберем эту функцию. Давайте выберем ее размер области, в которой будет происходить генерация.
Здесь эти старые картинки мы можем удалять, а можем оставлять, они нам сейчас мешать не будут. Вот в этой области генерации, и нам нужно написать какой-нибудь промпт. Я, например, из своих старых генераций выберу пейзаж какой-нибудь, сюда введу этот промпт, посмотрим, что у нас тут по настройкам. Leonardo Lightning — это универсальная модель, должно быть все нормально. Размеры выбрали, здесь все оставим так, как есть, и попробуем сгенерировать. Получилось две картинки. В принципе, обе симпатичные. Я, пожалуй, вот эту вторую оставлю. Для этого я нажимаю Accept. Теперь эту область мы можем передвинуть и генерировать что-нибудь следующее. Вот таким образом работает эта первая функция Text to Image. И давайте перейдем к следующим функциям. Выберем следующую функцию InPaint OutPaint. Данная функция часто используется для расширения картинки. И давайте попробуем. Для этого нам нашу область, этот голубой квадратик, нужно разместить частично на самой картинке. Захватить при этом нужно существенную часть картинки, чтобы алгоритмы могли считать информацию с этой картинки и сгенерировать что-то очень похожее. Ну вот я выставила таким образом, примерно треть картинки я захватываю. Что касается промпта, я напишу похожий пейзаж Similar Landscape. По настройкам здесь обязательно нужно обратить внимание, чтобы была выставлена функция OutPaint, то есть мы расширяем нашу картинку. И далее тут я все оставлю по умолчанию, так как есть. Попробуем сгенерировать. Ну вот, нам сгенерировало 4 варианта. Можем здесь стрелочками перемещаться и смотреть. Единственное, что качество немного размытое, не очень хорошее. По-моему, 4-й вариант получился лучше, чем предыдущие. И я нажму Accept. Эту область можем переместить. И эту картинку, если она нам нравится, мы можем скачать к себе на компьютер. Ну, как вы видите, генерация получилась не очень качественная, но для этого, если вы помните, у нас появилась новая функция в Leonardo Upscale, то есть мы можем эту картинку еще прогнать через Upscale и получить более качественное изображение. Я могу это потом проделать в конце видео. И теперь давайте протестируем функцию InPaint. Для этого нужно обязательно выключить вот этот рычажок. Теперь у нас доступна вот эта шкала, где мы выставляем InPaint Strengths. То есть единичка — это максимально похоже к существующей картинке. И давайте я уменьшу эту область для генерации. Выберем другой инструмент. Переместим туда, где мы хотим внести изменения. Выберем кисточку. Можно выбирать размер кисточки в зависимости от того, большую область мы изменяем или маленькую. Кстати, нужно сказать, что чем больше область для изменений, тем хуже получается качество. Но я пока что хочу изменить вот здесь, закрасить эту область и сделать здесь траву, например, и цветы, чтобы мне сгенерировало. Почему-то, когда я ввожу курсором, область прорисовки не совпадает, но потом она становится на место. И здесь я напишу, чтобы здесь была нарисована трава и цветы. Grass and flowers. И я поставлю здесь двоечку и нажмем «Сгенерировать». Как видите, он цветы какие-то нарисовал, но не абсолютно сюда никак аж не подходит. Нажимаю «Отменить». Давайте попробуем с этим рычажком поиграться. Выставлю его так вот, пускай будет 62. Честно говоря, эта функция меня в последнее время сильно разочаровывает. Сейчас попробуем еще раз сгенерировать. И что получилось? И никаких цветов он нам тут не дорисовал. Я снова нажимаю «Отменить». И, честно говоря, я уже несколько дней мучаюсь с этой функцией, и ничего толкового он нарисовать мне не может. Я не знаю, в чем дело, либо тут испортилось что-то в самом Leonardo. И давайте я это отменю. Попробуем немножко по-другому. Я вместо кисточки выберу резинку и здесь вытру эту же самую область. То есть резинка полностью стирает старую картинку, и мы просим на этом месте сгенерировать тот же самый запрос «Цветы и трава». Тоже какая-то ерунда, я нажимаю «Отменить». Давайте выставим здесь на максимум. Еще раз попробуем сгенерировать. Ну, в общем, не хочет он рисовать. Или рисует какую-то ерунду.
Хочу еще попробовать функцию вытирания на примере другой картинки. Как видите, здесь область, в которой мы вносим изменения, она по отношению к самой картинке довольно маленькая. Возможно, в этом дело. Сейчас я выбираю резинку и хочу вытереть вот здесь нож. Резинкой это все четенько поправляю, а в промпте напишу поверхность стола. Table surface. Возьмем, пускай будет 3 картинки, и попробуем, сможет ли он нам вытереть эту деталь. Generate. И что здесь получилось? Получилось, в общем-то, довольно плохо, скажем честно. Так, отменю. Попробую другой промпт. Напишу удалить это. Удалить этот предмет. Ну вот на второй картинке можно сказать, что он лучше справился, хотя есть артефакты. Ну, допустим, я нажму Accept и еще раз возьму резинку. Еще раз здесь пройдусь немножко. И что мы здесь напишем? Напишу снова поверхность стола. Может добавить еще слово similar. Похожая поверхность стола. Попробуем сгенерировать. Вот, теперь получилось, можно сказать, практически идеально. Посмотрим. Все 3 варианта довольно неплохо получились. Ну вот я первый оставлю. Нажму Accept. Какой здесь можно сделать вывод? Чем меньше область изменений, тем лучше работает эта функция. Этот квадратик, он должен быть достаточно маленьким по отношению ко всей картинке. И давайте тогда перейдем к следующей функции. Для начала переключим режим. Заходим сюда, выбираем Image to Image. И теперь нам нужно загрузить, собственно, само изображение. Загрузить можно либо с компьютера, либо из своих генераций, либо из комьюнити. Давайте возьмем из комьюнити. Я выберу вот такую девушку, уменьшим немножко масштаб. И когда у нас выбран режим Image to Image, здесь есть интересная важная вкладочка Control-Net. Давайте ее выберем и увидим здесь, что есть разные режимы. Вот первый режим Pose to Image. То есть в данном случае мы хотим, чтобы на нашей новой картинке была такая же поза человека, как на выбранной картинке. Сейчас нам нужно увеличить область генерации. Я возьму побольше, а саму картинку уменьшим до нашей области. Увеличим всю область. И теперь нам нужно написать промпт. Промпт я возьму из своих старых картинок. Скопирую этот промпт, и его нужно немножко отредактировать, потому что в этой картинке крупный план, а нам нужен не крупный. Значит, здесь идет средний снимок, а нам нужен снимок в полный рост. Значит, medium shot я заменяю на полный рост. Немножко укорочу. Вот возьму часть эту. Или даже попробую полностью этот промпт взять. Введем промпт. Я хочу выбрать еще фотореалистичную модель, хотя в принципе Leonardo Lightning сюда подходит. Ну, можем, например, выбрать еще кино. Давайте попробуем кино. Возьмем 3 картинки. Так, здесь мы подровняем нашу картинку в эту область полностью, чтобы она вписалась. Здесь вот эти цифры, это шаг в пикселях. Вот пускай будет 16 пикселей. Я хочу просто, чтобы картинка полностью вписалась в этот квадратик. Image to image. Модель выбрали, количество. И хотим, чтобы имитировать именно эту позу. И нажимаем «Сгенерировать». Так, смотрим варианты. Ну, в общем, он не понял нашего запроса. Ну, давайте, пускай я это оставлю. Accept. Перенесем нашу область. И здесь у нас еще есть ползунок Control-Net Weight. Чем выше этот показатель, чем больше будет влиять на конечную картинку. Давайте выставим вообще на максимум. Я снова подгружу эту же самую картинку с комьюнити. И давайте, может быть, возьмем какой-то мультяшный стиль, потому что как-то он плохо прочитал оригинальную картинку. Здесь, если нету подходящей модели, мы можем нажать на эту стрелочку и отсюда выбрать уже стиль. Давайте выберем Leonardo Anime, Generate with this model. Значит, что мы изменили? Мы изменили модель,
Input Strength. В данном случае оно сейчас не меняется. Не активен этот рычажок. Здесь тоже не активен рычажок. Единственное, что мы можем поменять, вот этот Ctrl Weight. Но мы его выставили максимально на единичку. Давайте еще раз попробуем сгенерировать, сможет ли он повторить эту позу. Ну вот смотрите, здесь уже он постарался и что-то похожее изобразил. То есть девушка стоит в полоборота, мультяшный стиль. Первые две неудачные, а третья, ну, можем согласиться, более или менее. Он из нашего промпта считал, что это улыбающаяся девушка, а из загруженной картинки он скопировал позу, такой полуоборот. Но я думаю, если еще поиграться с настройками, то будет еще более точное соответствие. Я нажимаю Accept. И давайте еще попробуем с другими настройками. Вот здесь есть Pose to Image, Edge to Image — это края, то есть повторит форму изображения. Depth to Image — это для тех случаев, когда на картинке присутствует явно передний и задний план, и между ними видна глубина. Pattern to Image — это для узоров. Ну, попробуем что-нибудь из этого. Давайте теперь выберем вкладочку Edge to Image. И теперь нам нужно загрузить картинку. На этот раз я загружу картинку с компьютера. Вот у меня есть такая картинка. И на самом деле у Леонардо есть инструкция, что означают эти все вкладочки. И вот вкладочка Edge to Image. Здесь говорится о том, что эта функция эффективно воспроизводит композицию изображения, но меняет стиль и тему. Идентифицирует края объекта внутри изображения. В общем, я эту ссылку оставлю, вы здесь сами можете прочитать и перевести. А мы давайте попробуем на практике реализовать. Итак, давайте выберем размер нашей области. У нас здесь горизонтальный прямоугольник, и я хочу его еще максимально увеличить, насколько это возможно. Картинку нашу подровняем. Здесь еще высоту порегулируем. Картинку подгоним тоже. И на основании этой картинки попробуем сгенерировать какой-нибудь другой стиль. Для этого мы можем зайти в модели и посмотреть какой-нибудь стиль подобрать. Давайте попробуем 3D Animation стиль, мультяшный. Что еще мы здесь можем поменять? Guidance Scale, в соответствии нашему промпту. Но тут больше 10 не стоит менять. Во-первых, мы должны написать сам промпт. В промпте я напишу вазы и цветы. Здесь пускай 8 будет, посмотрим, что это нам даст. И нажимаем «Сгенерировать». Ну и смотрим на результаты. Конечно, он нам сделал здесь больше вазочек. Ну, выберем, например, вот этот акцепт. Повторил форму, но дорисовал еще какие-то вазочки, цветы перекрасил. Ну, в общем, такая получилась картинка. Попробуем еще раз, например. Я выберу стиль Anime Pastel Dream. А здесь мы возьмем на 7. Давайте возьмем Ctrl Weight на максимально на единичку и попробуем еще раз сгенерировать. Ну вот смотрим. Вот видите, Ctrl Weight мы выставили единичку, и он нам точно повторил 3 вазочки. Ну тут еще что-то дорисовал. Пускай будет Accept. Ну, я вам покажу, я еще генерировала с другой моделью, тоже 3D. И получилось вот такой результат. Этот мне больше нравится. Я думаю, суть вы поняли. То есть Edge to Image копирует форму и меняет стиль. Давайте выберем следующую функцию Ctrl+Net Depth to Image. То есть это функция, которая должна имитировать глубину. И загрузим картинку, снова возьму с компьютера. Вот такая у меня картинка красивая. Здесь подгоним размеры генерируемой области под нашу картинку. И в качестве промпта я напишу «Старый корабль на берегу моря, штормовое небо». И давайте выберем модель. Кстати, модель кино очень даже неплохо, мне кажется, можно попробовать. Guidance Scale оставлю на 7 по умолчанию. Ctrl+Net Weight пускай будет максимально. И попробуем сгенерировать. Ну вот, один вариант и другой вариант. В принципе, оба варианта довольно неплохо получились. И промпту соответствуют, и загруженные картинки тоже соответствуют. Но давайте примем, например, вот этот вариант. Эту картинку отодвинем. А теперь попробуем еще с другой настройкой. Давайте возьмем Ctrl V, пускай будет 0,27, что он нам в этот раз генерирует.
Ну вот здесь он проявил больше креативности, и здесь он действительно в соответствии с промптом уже не лодочку нам нарисовал, а целый корабль. И, в принципе, обе картинки очень классные, как на мой взгляд. И, как видите, тут есть глубина, есть передний план и дальний план. Очень неплохо. Даже не знаю, какую выбрать. Пускай вот это будет. Ну вот таким образом работает функция глубина, Depth to Image. И давайте переключим следующий режим Ctrl-Net. Это Pattern to Image. И здесь давайте обратимся к инструкции. Инструкция от Leonardo Pattern to Image. Здесь говорится о том, что этот режим умеет использовать контраст и оптимально работает с высококонтрастными узорами, особенно с черно-белыми изображениями. То есть он различает стиль и форму узоров, и этот узор накладывает потом на наш промпт, который мы ему задаем. И давайте попробуем. Для начала загрузим картинку. Я опять беру с компьютера. У меня есть вот такая контрастная картинка, она сразу же встала сюда по размеру почти что. В качестве промпта я напишу «Сюрреалистичная галактика в зеленых, желтых и пурпурных тонах». Дальше выберем модель. Я тут экспериментировала, и с моделью Leonardo Lightning у меня ничего не получается. Просто подвисает компьютер и ничего не генерится. Поэтому давайте выберем какую-то другую модель. Вот отсюда. Я выбирала вот такую модель. Давайте с ней попробуем. Выберу две картинки. Ctrl-Net Weight у нас выставлен на единичку. Guidance Scale 7 по умолчанию. И попробуем что-нибудь сгенерировать. Ну вот, получились такие результаты. Что-то он считал с нашей картинки, а что-то взял из промпта. Конечно, не скажешь, что это шедевр, но что-то такое подобное получилось. Пускай будет Accept. Эту область мы убираем. Можем попробовать изменить здесь настройки, пускай будет 0.28. Давайте еще какую-то другую модель посмотрим. Возьмем, например, Leonardo Anime, Generate with this model, и попробуем что-нибудь сгенерировать. Ну, в общем, к сожалению, с моделью Leonardo Anime XL у меня тоже ничего не получилось. Завис просто компьютер надолго. Я его остановила и выберу другую модель. Давайте попробуем Anime Pastel Dream, Generate with this model. Остальные настройки все как было и сгенерировать. Но здесь вообще что-то слишком креативное, то есть из нашей картинки он почти ничего не взял. Но это из-за того, что у нас настройка Ctrl-V слишком маленькое число. Пускай будет Accept. Ну, в общем, я думаю, суть этой настройки вы поняли. Мы экспериментируем с настройкой Ctrl-Net Weight и получаем что-то либо приближенное к нашей картинке, либо вообще что-то сильно удаленное. И давайте будем двигаться дальше. И еще один вариант использования функции Image to Image. Мы можем вот эту вкладку Ctrl-Net вообще отключить. И теперь давайте загрузим картинку. Я выберу из своих генераций. Возьму вот такой портрет. Размер мы подгоним под этот квадратик. Промпт я скопирую прямо из этой картинки. Сюда вставим промпт. И что у нас тут доступно из настроек? Из настроек нам доступны модели, но у нас здесь фотореалистичный портрет. Можем попробовать. Давайте Absolute Reality. И здесь у нас есть настройка Input Strength, насколько он будет следовать нашей картинке. Давайте выберем сначала низкое значение, а потом высокое. Ну вот пускай будет 0,2. Попробуем сгенерировать, что получится. Ну, как видите, получились варианты, но, на мой взгляд, они, конечно, хуже, чем оригинал. Пускай будет вот этот акцепт. Попробуем еще с другой настройкой. Давайте выберем Input Strength на максимум. Максимум здесь 0,8. Ну, попробуем еще так сгенерировать. Ну, здесь картинка получилась более сглаженная, то есть практически повторила предыдущую. Пускай будет Accept. Сравним две картинки. Просто картинка стала более такая, чуть-чуть размытая. А в принципе повторила идентично наш оригинал. Ну вот такой еще есть вариант использования Image to Image.
И у нас осталась не рассмотренная еще функция Sketch to Image. Суть этой функции довольно проста. Здесь есть такая анимированная подсказка. Мы просто дорисовываем что-то на нашей картинке с помощью инструмента Sketch. Пишем промпт и генерируем эти детали. Давайте выберем эту функцию. И теперь нам нужно загрузить картинку. Идем во вкладочку Image. Возьмем картинку из комьюнити, например. Здесь я выберу вкладочку фотографии и выберем, например, вот такой портрет. Можем подвинуть наш квадратик. И теперь нам остается только что-то нарисовать на нашей картинке. Выберем инструмент Sketch. Здесь у нас есть возможность выбрать цвет. Мы можем также пипеткой выбрать цвет с нашей картинки. Вот появляется такой крестик на курсоре. Я выберу темный цвет, почти что черный. Толщину можем выбрать нашего скетча. И давайте попробуем нарисовать солнечные очки. Вот мы проведем просто условно такую линию, а здесь напишем sunglasses. Еще у нас из настроек есть возможность выбрать модель. Давайте, пусть будет Absolute Reality. Есть у нас также вот здесь настройки Automatic Masking. Она по умолчанию включена. И вторая вкладка у нас, когда выключена, у нас меньше опций. Но давайте мы ее включим. У нас есть Input Strength, насколько сильно она должна следовать нашему вот этой нарисованной картинке. И Mask Radius. Вторая настройка нам говорит о том, насколько далеко маска будет распространяться в пикселях от вашего эскиза. Ну, давайте оставим по умолчанию, как есть, 20 пикселей. И попробуем что-то сгенерировать. Пускай будет 3 изображения. Guidance Scale оставлю по умолчанию 7. И сгенерируем. Так, 3 варианта. Все варианты не годятся. Я отменю. Но можно еще попробовать здесь Input Strength порегулировать. Давайте еще раз попробуем сгенерировать. Sketch. Sunglasses. Generate. Когда мы увеличили это значение, рисует ближе к нашему эскизу и получается совсем некрасиво. Cancel и сделаем поменьше. Пускай будет 0,29. Еще раз попробуем. Ну вот какие-то очки получились, скажем честно, некрасиво. Ну, в общем, эти варианты мне тоже не нравятся. Я все-таки подозреваю, что что-то не работает в самом Leonardo, так же, как мы пробовали функцию InPaint, OutPaint. Дело в том, что еще пару месяцев назад все хорошо работало, а сейчас как-то это все некрасиво. Возможно, Leonardo исправит эту ситуацию, и в будущем, когда вы будете смотреть это видео, уже все заработает. Но здесь я нажимаю «Отменить». И давайте еще воспользуемся инструментом Upscale. Вот у нас есть Universal Upscaler. Здесь идет нам презентация этого инструмента. Let's go. Нужно загрузить картинку. Давайте загрузим с компьютера вот эту картинку, которую мы расширяли. Выберем настройки. Здесь либо можем выбрать из этих вариантов General, 2D Art Illustration, Cinematic. Наша картинка что-то среднее между фотографией и рисованной картинкой. Я возьму, например, Cinematic, Creativity Strengths. Чем выше это число, тем больше будет креативности. Но я, допустим, до 7 увеличу. Мультиплеер в 2 раза увеличит. Нажмем на кнопочку Upscale. Посмотрим, насколько он улучшил. Дерево более прорисованное. Можем скачать улучшенную картинку и сравнить две картинки. Как видим, картинка слева, которая была улучшена. Здесь больше деталей, лучше дерево прорисовано. Еще он здесь добавил пейзаж немножко, разнообразие. Ну, как видим, очень хороший инструмент, Upscaler. Ну что ж, благодарю вас за просмотр. Такой получился обзор. Что-то получилось, что-то не получилось. Если вам было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч.